Добрый день, дорогие друзья! С вами Школа Креатива и я художник-педагог Валерия Крылова. Сегодня я предлагаю нарисовать вот такой замечательный букет с розовыми цветами. Что же нам понадобится? Кисти, в основном синтетика разных размеров, большая, средняя, кисти плоские и маленькая единичка. Мастихинчики по желанию, можно будет добавить чуть позже. Палитра красок сегодня очень обширная, по своему вкусу можно добавлять какие-то цвета убирать. Белила, индиго, умбра жженая или марс коричневый, темно-красный краплак, голубая ФЦ, фиолетовая светлая. Ее можно смешать из краплака и ультрамарина. Пинк, кармин. Можно какую-то одну из них красочку выбрать. Ультрамарин, кадмий желтый средний, охра светлая или золотистая, зеленая, я взяла веридоновую, но можно и травяную, и бирюзовая. На свой вкус палитру можно расширять. В качестве разбавителя у нас сегодня льняное маслице и холстик у нас 30 на 40. Мы с вами начнем с предварительного наброска. Предварительный набросочек мы выполним нейтральной краской, которая хорошо впишется в наш фон. Это будет ультрамарин. И его мы возьмем немножко и размешаем маслицем. Смотрите приложение Копирка, которое может идеально перевести изображение в нужный нам размер. Посмотрите, прозрачный экран, и с помощью ползунка я делаю изображение, которое мне нужно нарисовать. Мы взяли портрет, и прямо через экран я вижу свой карандаш и контуры изображения. Переношу их так, как мне нужно. Также, если мне нужно прописать детали очень мелкие, то я просто увеличиваю экранчик, и детали становятся видны. Можно каждую мелочь прорисовать, установив телефон на какой-то предмет. Сейчас в данный момент он стоит на стаканчике. Вот, получается такое вот прямо переведенное через наше приложение. Сейчас мы взяли холст большой, 40 на 50, и решили перевести пейзаж. Прямо смотря в монитор, видим, как карандаш описывает нужные нам контуры и переводит. То есть мы выстраиваем так, ставим телефон на таком расстоянии, какой нам нужен холст. То есть мы любой размер, максимальный размер удобный 60 на 90, минимальный это спичечный коробок. Любой человек, ребенок, взрослый может перевести изображение с помощью данного приложения. Поэтому переходите по ссылке под видео, там вы увидите ссылочку на приложение. Также вы можете в вашем системе Apple Store или Google Play набрать слово «Копирка» и выйдете на это приложение. Данное приложение будет хорошим помощником как для начинающих художников, так и для профессионалов для перенесения контуров изображения на холст. Так что дерзайте, используйте и делитесь приложением со своими знакомыми. Удачи вам, да пребудет с вами вдохновение. Доведем красочку до полупрозрачного состояния, чтобы у нас палитра просвечивалась и образовывалась вот такая капля. Такая красочка позволит кисти хорошо скользить по холсту, а также позволит нам лишние линии, если они будут появляться, вовремя убирать без следа. Давайте найдем центр нашей картины, будущий.
Здесь будет у нас ваза заканчиваться. Сама вазочка сдвинута у нас с вами вправо. Пока не нужны никакие точные линии, мы только делаем разметку, определяем, где будут наши предметы находиться. Бирюзовая сахарница, и из-за нее выглядывает тарелочка. Никаких точных сейчас элементов нет, как раз для того, чтобы не жалко было перемещать. Вот, например, я хочу на сантиметрик полтора передвинуть вазу, чтобы выиграть место немножко для тарелки. Двигаю вазу и сахарницу. Сначала я передвигаю, вижу, что вот как раз 1,5 сантиметра, а потом я стираю прошлые линии, чтобы видно было, насколько мы с вами передвинули. Что касается горизонтальной поверхности, здесь у нас тень проходит, она символизирует край стола. И если от этого края я начну кисточку поднимать, то первой кисти коснется бирюзовая сахарница. Пока упавшими лепестками мы не занимаемся. Пока мы делаем построение, все лишнее мы убираем. Дальше у нас примерно на одинаковом уровне стоят тарелочка, но все-таки она чуть ближе у нас, а ваза чуть-чуть подальше. Мы сейчас работаем в нижней половинке холста, и нужно померить предметы относительно друг друга. У нас получается, что сахарница по высоте и по ширине примерно совпадает, если мы не берем ручку, да, вот здесь не берем ее в расчет, то по высоте и по ширине она у нас примерно в квадратик вписывается. Столько же места занимает тарелочка. Отсчитываю по размеру сахарницу. Вот ручку я не брала в расчет, и получается, что у нас она в квадратик вписывается. Пальчиком я сделала засечку вот этой длиной. Сейчас я работаю. За точку отсчета я взяла размеры сахарницы. Настолько же выпирает тарелочка у нас налево. И две такие длины у нас укладываются в нашу вазочку. Две такие длины. Соответственно, здесь я увеличиваю. А на вазе у нас есть узорчик. Примерно такой же, как высота и ширина нашей сахарницы. Вот этот ободок. Сразу же ось симметрии мы с вами проведем. Ось симметрии у нас делит нашу вазу пополам. Вот ширина сахарницы. 2 раза она укладывается в вазу. Ось симметрии относительно себя самой обязательно тоже надо померить. Чтобы мы с вами выравнивали вазочку относительно ровной линии. Итак, вот здесь уже я ошиблась, на сантиметрик я прибавляю. Дальше за счет тени форма вазочки особо сильно не видна, а вот здесь она у нас закругляется.
горлышко сильно не выпирает, чуть-чуть его можно прогнуть. Примерно сантиметр получается у нас высота вот этого горлышка. И вот такой красивый изогнутый бок. С другой стороны он у нас закрыт цветами, но вдруг вы решите его оставить, поэтому в принципе не лишним будет его тоже нарисовать. Но обязательно померяем относительно нашей оси симметрии, чтобы все было точно. Один краешек какой-то нравится всегда больше, чем второй, и под него мы с вами подравниваем. В тех местах, где форма меняется, подравниваем нашу вазочку. Салфеточка тоже подравнивает. Вот такая консистенция красочки, хорошо сейчас стирается. Маслицем развели в самом начале, и очень хорошо стираются все наши лишние линии. В точках, где у нас форма меняется, нужно померить. Мы вначале рисуем на глаз, но потом обязательно относительно оси симметрии проверяем себя. И лишние линии стираем. Ультрамаринчик взяли специально, эта красочка хорошо сейчас впишется в фон. Форма вазы может быть любой, вы можете использовать даже элементы натуры. И какой-то предмет взять для того, чтобы рисовать с натуры. В любом случае должен наш горшочек быть симметричным, поэтому относительно оси симметрии обязательно мы с вами подравниваемся. Здесь что-то будет закрыто краешком сахарницы, где-то будут свисать цветочки сверху. Но за всем этим должен у нас читаться правильной формы горшочек. Что касается сахарницы, давайте с ней поработаем. Она у нас идет на сужение. Вот эта ручка, она у нас по центру, конечно же, располагается. Снова ось симметрии я делаю. И обязательно меряю ось симметрии относительно края холста. Обратите внимание, что круглые предметы никаких острых углов содержать не будут, поэтому вот здесь мы с вами скругляем. И здесь у нас тоже бока выступают. Пока я рисую на глаз, чуть позже мы обязательно все это будем промерять. Самые выступающие места, а дальше у нас крышечка кругленькая завершает нашу сахарницу. И померяем обязательно.
в нижних точках, в верхних и в выступающих. Там, где форма у нас меняется, там обязательно мы должны проверить себя. И наша замечательная тарелочка выглядывает из-за сахарницы. Тоже обратите внимание, что здесь не остренький, вот такой уголочек остренький. Ни в коем случае такого остренького уголочка не будет. Посмотрите на любой предмет вокруг вас. Вот та же самая масленочка, она абсолютно круглая, под каким бы углом вы на нее не смотрели. Поэтому вот такой вариант, когда у нас получается острый уголочек, мы сразу отметаем. Он как раз получается, когда рисуем от края. Выходит острый уголок. А вот если мы с вами не будем тормозить кисть, а этот поворотик пройдем, тогда уголка никакого у нас с вами там не возникнет. Высота тарелочки у нас есть. Толщинку тарелки мы не показываем на предварительном наброске, мы ее уже нарисуем кистью. Ну и, конечно же, нужно раскидать цветочки, посмотреть, как будут наши цветы располагаться. В произвольном порядке мы можем их располагать. Можно поменять красочку, если хотите, возьмем пинк. На зелень чуть-чуть отступаем. И раскидываем букет в произвольном порядке. Главное, мы, когда рисуем цветочки, посмотрите, что кисть я держу за серединку с длинной ручкой, у меня кисточка, держу ее за серединку. Если с короткой ручкой, то вообще за самый кончик держите. Потому что вот такие вот неаккуратные у нас должны быть на данном этапе движения. Но вот единственное, что более-менее цветы, которые у нас видны, их можно поточнее нарисовать. Вспоминаем ромашковое поле из тренинга по правополушарному рисованию, когда мы видим в ракурсе цветочек, как тарелочка. Можете тарелку разворачивать. Серединочка у нас в центре, а длина лепестков разная. Серединочка в центре, но разная длина лепестков. Боковые длинненькие, верхние и нижние покороче. Мелкие цветы мы с вами вот такой массой намечаем. Следим за расстоянием между цветами и за количеством зелени. Красочку можно поменять, обмакиваю в масленочку и салфеткой вот таким движением, подкручивающим, вытираю, для того, чтобы кисть постоянно была у меня остренькая и аккуратная. Чуть-чуть фиолетовой красочки я возьму сейчас. Фиолетовая краска.
Здесь не увлекайтесь, потому что сейчас вы увидите, что мы будем фоном работать очень-очень широко, и все наши точные движения, они закрасятся. Поэтому вот так накидываю цветочки, асимметрию соблюдаем. Зелененькой красочкой сейчас намечу основную зелень. Но на самом деле и по фону наша зелень прорисуется. Вот здесь практически такой вот один большой лист. Для него сейчас место мы будем оставлять, чтобы он был сочный, зеленый. А вот эти мелочи мы прорисуем уже по готовому фону. Поэтому долго мы с вами не затягиваем работу с фоном. Единственное, что нам еще нужно наметить, это дальний краешек стола, салфеточка накрыта на стол, и тени. Давайте определим. Падающая тень, вот сюда уходит большая-большая тень. Освещение у нас вообще фронтальное в основном. Здесь блики располагаются практически посередине. Что на вазе, что на сахарнице. Но вот здесь большая-большая тень. Падающая. А вот так проходит у нас собственная тень на горшочке. Света здесь больше. На тарелочке у нас правая часть вся в тени. На сахарнице тоже. Проследите, чтобы места на столе было достаточно. Там у нас могут быть упавшие лепестки, и там могут быть какие-то еще рефлексики от букета розовые. Видите, что салфеточка не совсем белая. Вообще работа очень живописная, поэтому нужно максимально смешивать. У нас очень большая палитра оттенков. И еще больше их будет, когда мы с вами будем краски смешивать. Работать мы начнем с вами большой кистью. Перед началом работы увлажним ее в масленочке, но об краешки лишнее убираем, чтобы ничего у нас с вами не капало на саму картину. Поскольку фон у нас темный, здесь есть несколько нюансов. Темноту в живописи набрать гораздо сложнее, чем высветлять. Поэтому следите очень внимательно за плотностью краски. Если будем внимательно следить за плотностью краски и не допускать того, что холст у нас просвечивается через темный фон, то тогда мы сможем добиться вот такого контрастного фона. На этом фоне будет очень замечательно выглядеть бирюзовый и розовый. Поэтому с маслицем в самом начале мы с вами аккуратничаем немножко. Сейчас по первым штрихам вам будет уже понятно, сколько масла добавлять. Это зависит от грунтовки вашего холста, так как холстики у всех разные. У кого-то грунтовочка более скользкая, у кого-то грунт, так говорят, тянущий, мгновенно впитывает лишнее маслице. Ведь в состав масляных красок льняное масло входит, и для работы с фоном часто этого хватает. Ну что же, мы начнем с вами с индиго и коричневого. Когда темнота, то в принципе пропорционально не очень существенно, какой краски больше, индиго или коричневого. Возьмем поровну. Причем даже не надо их смешивать. Берем индиго, берем коричневый. По плотности, пожалуйста, пальчиком потрогайте. Это должна быть такая, как густая сметанка, красочка. Весь правый край у нас достаточно темный.
Кстати, промокнуть нужно предварительный рисунок, чтобы у нас лишнее масло еще и от предварительного рисунка не потянулось. Я их не смешиваю, я беру по очереди, выдавила рядышком индиго с коричневым. Коричневый у меня умбра жженая. Но мы с вами в чистом виде цвета используем очень редко. В основном мы с вами все смешиваем. Поэтому здесь можно умбру заменить Марсом. Ван Дик красочка коричневая очень хорошая. Кисточку я как будто бы об холстик вытираю. И холстик прокрашивается. Тень у нас падающая начинается вот непосредственно под вазой. Поэтому не бойтесь сейчас дать тени чуть-чуть больше, чем будет в итоге. Белая краска сильнее черной в данном случае. На работе вы видите мазочки отдельные, да, друг от друга. Поэтому не надо пальчиком все растирать. Работа здесь такая мозаичная. Поэтому растирать все пальчиком, как мы на небе делаем растушевки обычно, сегодня не обязательно. Пускай такой же мозаичный характер движения у нас и остается. Мы скоро начнем подключать синий цвет, поэтому потихоньку от коричневого я отказываюсь. От коричневого потихонечку отказываемся, перехожу только на индиго. Вот сюда его кромашечком для того, чтобы потом они ярче горели. Контролируйте маслице, вот где мы тут поправляли с вами вазочку, там может масло быть побольше. Не допускаем, чтобы масло сделало краску прозрачной. Для высветления чуть-чуть можно добавлять в индиго фиолетовый. Начинаем потихонечку высветляться. В индиго добавляем светлую фиолетовую. Она содержит небольшое количество белил. И поэтому сейчас наш черный будет первое посветлее и второе поинтереснее.
Давайте еще на тени положим наш цвет. И к фиолетовому начнем чуть-чуть подкрашивать голубую ФЦ. Краска очень яркая. Я лишнюю краску сейчас сняла с кисти. В индиго добавляю немножко белого и немножко голубой ФЦ. Индиго совсем крошечная капелька белил и ФЦ. Можно еще краплачок сюда будет попозже добавлять. В принципе, мы на темноте остаемся, но наш серый приобретает уже цвет. Вот здесь около ромашки больше белого. Мозаичный характер движений в разные стороны. Такой богатый фон получается у нас с вами. Кисточку видите в разные стороны. Работаю в разные стороны. Коричневый мы до этого, да, использовали, где он с голубым ФЦ встречается, красивый получается такой чуть-чуть зеленоватый цвет. И краплачка сейчас я буду добавлять. Краплачок пойдет еще и сюда на тени. Голубой ФЦ плюс краплак. Получается темно-фиолетовый. Если яркости мы не хотим, хотим на серых оставаться, то индиго не забываем подмешивать. Индиго, он тоже цвет непростой, черный, не совсем черный, чуть-чуть холодноватый. Поэтому, когда мы его с белилами смешиваем, тоже очень красивый получается цвет. Сдержанный достаточно фон, достаточно темный. Поэтому белого здесь минимальное количество. И обязательно следите вот за такими мазками, чтобы краска ложилась плотно. Не только на цвете сосредоточьтесь, но и на том, насколько плотно ложится краска, чтобы у нас не просвечивался белый холстик. Не только создаем красивые мазочки, красивое сочетание, но и следим, чтобы холстик у нас был прокрашен и белых пятнышек не оставалось. Коричневый с белилами тоже хорошо идет, но белил минимум.
минимум белого. Итак, сейчас у меня кисть, прочищаю кисть коричневой с белым. На салфеточке где-то накидываем оттенков разных. Обратите внимание, что там мазки видны, не растушевывайте. Очень интересная манера исполнения, когда мазочки отличаются друг от друга. Для этого использую широкую кисть. И когда вот такая манера исполнения, очень хорошо форму подчеркивать направлением движения. Видите, здесь лежит красочка на сахарнице вертикально, на кувшинчике по форме. Хорошо поддерживает форму. Вот такой мозаичный характер движений. Немножко я хочу оживить вот этот темный. И краплачок беру прямо сюда же, втушевываю. Может быть, на камеру будет не очень видно, да и вообще-то при работе тоже видно плохо, но вот после высыхания некоторые красочки проявляют себя. Коричневый можно сюда брать, краплак можно брать. Там где-то в тени как будто бы цветы. Не все цветы ярко прописаны, какие-то находятся в тенях. Немножко добавляем белого, индиго плюс белый. Работаем мазками. И по чуть-чуть перемещаемся на, если цвет подходит, да, перемещаемся на кувшин. На кувшине мы работаем по форме. Вот тут у меня красный затесался с предыдущего оттеночка, я не промывала кисть. Это хорошо, пускай он там лежит. Рефлексы от свисающих сверху цветов достаточно сильные. Краешка вазы, если издалека смотреть, то практически не видно, настолько списано с фоном. Но мы все равно, мы специально вот так не растушевываем, но мы подбираемся по цвету близкому к фону, но направление движения кисти мы все-таки продолжаем делать по форме вазы, поэтому ваза все-таки немножечко видна.
на свету больше голубых. Охру попозже, с охрой подождем, чтобы голубые немножко подсохли. А вот сюда наверх он более светлый, низ получается у нас голубоватый, верх более светлый. Сюда даже хочется уже немножечко бирюзы, крошечное количество добавить. Будет потом гармонично смотреться с нашей сахарницей. Но бирюзовый здесь не в ярком виде, а все равно с индиго немножечко, можно даже с коричневым. Сегодня большая работа по смешиванию, поэтому стараюсь, чтобы палитра была в кадре. Красок много сегодня, но смешивать еще больше. Здесь вверх я подровняю цветами, зеленью от цветов, поэтому для того, чтобы движения были более широкими, а красочки живописными, здесь можно пожертвовать на данном этапе верхушечкой. Зеленью мы прикроем, все вернем на свои места. Бирюза с коричневым, необычное сочетание. Белый, бирюзовый, коричневый. Всего понемножечку, чтобы контролировать оттенок. Вот на этот на верхнюю часть вазы бирюза, коричневый и белила. В центре белил побольше, по краям поменьше. Так как у нас освещение с вами освещает серединочку в основном. Блики мы пока не ставим. Чтобы вазочка вот таким образом закруглялась, по центру у нас более светлые. Это и голубого касается. Издалека посмотрите, нужно сейчас симметрию вернуть. Если при работе с фоном, при работе с самой вазой немножко у нас симметрия нарушилась, то вот здесь еще видно, где у нас проходит ось симметрии. Прочерчивать через нарисованный кувшин мы ее, конечно же, уже не будем, но вот таким образом кисточку приложить можно и померить справа-слева можно. Видимые части подравнивайте, не тратьте свои силы. Если вы собираетесь тут все цветами закрывать или листиком, то силы свои на выравнивание в данном случае не обязательно тратить. Пока вот таким голубым я работала, я его хочу еще добавить на фон. Можно даже сюда подключать ультрамаринчик.
немножко ультрамарина. Подключу голубой ФЦ, белила и ультрамарин. Движения довольно резкие. Очень живописный фон, живой. Поэтому не нужно особенно просчитывать, куда положить эти штрихи. По краям потемнее. В центре вы видите как будто бы излучение от нашего букета яркого. Это излучение мы будем поддерживать не только голубой краской, но и зеленоватой, и розоватой. Будем еще освещать вокруг, как ореольчик такой создавать. Но за этим ореолом не потеряем, вот здесь уже у меня маловато, не потеряем темноту. Поэтому я сейчас даже вернусь, вот здесь есть один такой вспомогательный штришок, вы его видите на картиночке. Он не скользит вдоль всей вазы, он помогает форму подчеркнуть. Только он не должен быть один. Посмотрите, что и здесь есть эта темнота, и здесь, и, соответственно, с той стороны вазы, конечно, тоже. Чуть-чуть на светлые. Смотрите, как гармонично вот этот светлый кусочек будет смотреться сейчас с нашей салфеточкой на столе. Добавляю белого. Там была охра и бирюза. Можно на столе бирюзу не добавлять, можно охрочку. Очень четкой границы салфетки тоже нет, поэтому не бойтесь кончиком кисти цеплять немножко фон. От тарелки до фона здесь как раз у меня вот ширина кисти помещается. Но она там не четкая граница, поэтому можно даже специально взять фон, стянуть, чтобы эту четкость снять. Но высветление все-таки происходит, да, мы потихоньку переходим на белый цвет, и здесь мы видим уже, что поверхность уже у нас горизонтальная. Мы мазочки выкладываем по горизонтали. Вот когда белый у нас случайным образом попадает на фон, проявляются все наши коричневые, все наши краплак, да, выходит, который мы использовали на фоне. Вроде бы темнота кажется темной, но когда белила попадают, то это оживляет, когда мы не просто черным цветом закрасили фон, а мы использовали смесь всех темных. Самые светлые места мы оставляем на потом. Мастихинчиком мы, конечно, еще пройдемся здесь по обликовым участкам. Накинем сюда еще упавших лепестков обязательно. Пока вот такие усредненные, максимально сложные по цветовым сочетаниям оттенки смешиваем очень-очень много. Сегодня разнообразная палитра, и еще разнообразнее она будет, когда мы будем все цвета друг с другом смешивать. Хочется еще ярче здесь блики расположить, чтобы верх от низа отделялся. Мы вот эти два ободочка еще не чертили, конечно, их еще рано.
вырисовывать. Как мозаичка. Ну что ж, давайте на тарелочку свое внимание переместим. Она у нас теплая по цвету. Можно кисть поменьше даже взять. Теплая — это белый, можно с охрой смешивать. С охрой. Внутри, в глубине тарелочки охры побольше возьмем. А на краях тарелки белого больше будет. Не забываем, что мы начинаем из-за сахарницы и вот этот поворотик проходим плавненько, закругляем, чтобы у нас острых уголков никаких не было. Кстати, этот край тоже можно охрочкой утемнить. Левую часть тарелки с охрой. А дальше большая-большая тень, достаточно сильная. Туда коричневого добавляем. И даже немножко краплачка можно. И снова начинаем следить за тем, чтобы не просвечивался белый холстик. Здесь края тарелочки такие граненые получаются, поэтому здесь разница между светом и тенью очень-очень сильная. Растушевывать, соответственно, не нужно. Мелкой кистью мы добавим обязательно с вами бликов, толщину стекла сделаем. Пока не нужно. Пока сосредоточимся на многоцветии, на фактуре штрихов. Следим за тем, чтобы белого холста потихоньку становилось все меньше и меньше. Ну и наш предварительный рисунок, конечно, тоже начинал исчезать. Ультрамариновые все штришочки, чтобы у нас потихонечку исчезали. Бирюзовых добавим сейчас мы на нашу сахарницу. Белый с бирюзой на свет пойдут у нас. Сейчас немножко погаснет эта яркость, когда мы добавим с вами голубого ФЦ. Ну а края, чтобы у нас совсем закруглились, мы еще и индиго сейчас будем добавлять. Индиго. И возвращаюсь на бирюзовый, чтобы утемнять около горлышка.
Крышечка у нас будет темная. Мелкой кистью блики мы обязательно добавим. Ну а саму крышечку можно утемнять спокойно, без бликов. Главное будет снова померить симметричность нашей сахарницы. Чтобы блики и свет мы накладывали уже на симметричную и ровную поверхность. Вот эту бирюзу, которая у нас сейчас на кисти есть, можно ее тоже по краю букета, ближе к букету, распределять. Помните, я говорила, что мы еще с вами оттенков высветляющих вокруг букетика добавим. Вытираю сейчас я местечко для розовой ветки. И за ней как раз вот бирюза у нас планируется. Сейчас скоро будем вводить розовый цвет, чтобы уже все у нас красочки заняли свои места. Ну и по деталям потом уже будем проходиться. Давайте зелень распределим в центр букета. Это виридоновый. Его можно брать с охрой, можно с коричневым. Еще раз обратите внимание, что для того, чтобы засветились наши розовые цветы, фон достаточно темный. Это касается и зелени. Зелень тоже довольно здесь у нас сдержанная. Виридоновый плюс охра, а совсем на темных местах виридоновый плюс коричневый. Но опять же следим за тем, чтобы у нас холст не просвечивался. Потому что сколько бы коричневого мы в виридоновый не добавили, если холст будет просвечиваться, то все равно темноты мы нужной не добьемся. И вот сейчас я подравниваю горлышко вазочки зеленым цветом. Толщинку мы маленькой кистью потом проведем. Здесь будет светлый листик, для него мы место либо будем вытирать, либо добавлять мастихином. А пока зеленоватый, вот в эту смесь бирюзовый плюс белый добавляю виридоновый и еще по фончику вот так прохожусь очень-очень свободно, широко. Чуть-чуть беленького, чтобы не пересветлить наш темный колоритный фон. И сейчас грязные салфеточки мы с вами выбрасываем. А вот чистой салфеткой попротираем чуть-чуть место для наших будущих цветов, которые у нас выходят на фон.
Место вытираем меньше, чем нам нужно в итоге. И не пытайтесь до дыр дотирать, не нужно. Вы не сотрете голубой ФЦ с холста, как бы вы ни старались. Вот такого варианта достаточно. Цветы можно располагать иначе, нежели на букете. Смотрим, если у вас богатый живописный фон, вот здесь бирюзовые штрихи у меня очень красиво легли, я не буду там на них делать ветку. Я веточку чуть вправо сдвину. Ориентируемся относительно своей картины. Справа карплачок специально добавляли, коричневый добавляли, чтобы не по черному розовому рисовать, а вот по такому живописному, темному, богатому фону. Фона вытирайте меньше, чем нужно, чтобы потом не возвращаться на фон, а то если мы много сейчас вытрем, то подкрашивать придется фон. А вы же помните, что мы особенно краски-то и не смешивали, мы с вами мешали на холсте больше, поэтому если нам придется прокрашивать фон, мы с вами можем даже не подобрать такой цвет. У нас на палитре особенно оттенков-то нет, мы с вами мешали сразу же на холстике. Поэтому по чуть-чуть вытираем, если понадобится еще, лучше вернуться на этот элемент. Если вы рисуете акрилом данный сюжет или гуашью, то у вас, соответственно, уже все высохло, поэтому вы можете цветы рисовать сверху. Но здесь тоже не самый лучший вариант, поскольку когда мы подрисовываем цветы к высохшему фону, то возможно такой вариант, что у нас цветы не в среде, не в пространстве оказываются, они искусственно подрисованные, ну так оно и есть, по большому счету, подрисованы к фону. Поэтому, когда краски смешиваются, это даже лучше, чем когда вы так хорошо контролируете мазочки, что они друг с другом не связанными в итоге оказываются. В центре у нас не совсем зеленый, мы снова возвращаемся на наш фиолетовый. Но у нас кисть довольно грязная, там зеленый и индиго, всего достаточно много. Да и фиолетовый я беру не самый чистый, специально беру грязненький фиолетовый между цветами. Зелень, как я уже отмечала, здесь довольно сдержанная. Если у вас идеально чистый фиолетовый, то немножко индиго специально возьмите, загрязните, так скажем. Здесь сдержанные зеленые, они не отвлекают от розового. Зеленый плюс красный, розовый к нему тоже, да, можно отнести. Это очень яркое сочетание, одно из самых ярких в живописи. Зеленый и красный. Поэтому здесь, чтобы от розовых цветов не отвлекать, мы вместо зеленого фиолетовым в центре букета проходимся.
И начнем мы сейчас мастихинчиком с вами формировать светлые фиолетовые веточки, для которых мы некоторое время назад вытирали холстик. Если кто-то у нас не любит рисовать мастихинчиком, то вы можете продолжать работать кистью, но в таком случае набирайте красочки чуть-чуть побольше, чем вы планируете использовать, поскольку между волосками кисти будет много застревать. Средней кистью в таком случае можно работать. Фиолетовый можно смешивать самим. У кого не окажется фиолетовый светлый, то ультрамарин, краплак и белила хорошо заменяют фиолетовый цвет. Здесь вы сами варьируете, чего больше, фиолетового, розово-фиолетового у вас или сине-фиолетовый. В зависимости от этого можно добавлять то краплачка побольше, то ультрамарина. Но если у вас есть фиолетовое светлое из тюбика, то мы тоже не задерживаемся только на этой краске. Ее тоже можно переводить в розоватый, более светлый или в холодный. Смешиваем очень-очень много мы с вами. И вот такими движениями, как будто лодочки, мазочки маленькие, то примакиваем, то чуть-чуть даем прямо полсантиметрика движения. Мы добавляем с вами цветы. Снова можно не смешивать, взяли фиолетовый, взяли пинк и на холстик. Что касается мастихинчика, мастихинчик набирает нужное количество красочки и смешивать им тоже, да, можно, конечно же. Вся запланированная красочка с мастихина, она может лечь на холстик, и очистить его гораздо проще, чем кисть. В кисти много будет застревать, может быть, это будет вам мешать формированию вот таких ярких и сочных цветов. Поэтому попробуйте порисовать мастихинчиком. Кто первый раз рисует мастихином, есть у нас подборка мастер-классов только под мастихин, кто хочет освоить эту замечательную технику. Мастихинчик держим крепко и набираем красочку на нижнюю площадку, на ту, которой собираемся работать. И вот как будто бы так, как шпателем, выкладываем один мазочек к другому. Следим, если краска закончилась, один раз вытерли и снова набираем нужные нам оттенки. Как веточка идет, так и мастихин идет. Если сюда ветка пошла вниз, лучше переверните руку или картину переверните, но пустите мастихин вслед за веткой. Так удобнее контролировать направление.
Ультрамарин с белилами для света можно использовать. Мастихинчиком тоже смешиваем. Что-то на холсте смешивается, что-то на палитрочке. В основном набираю только на кончик. Тут же можно подключить зеленый цвет. Немножко желтенького даже возьмем. Веридоновый и желтый. Чтобы вот эту веточку нарисовать. Если яркости не хотим, то веридоновый с охрой. Но немножко яркости нам не помешает даже для такого колоритного фона. Если не мастихином, если вы кистью продолжаете работать, то кисть тоже вслед за веткой. Вот пошла у нас ветка из букета. Мы также и кисть ведем. Кому-то удобнее наоборот внутрь, кому-то из центра. Это не важно, делайте так, как вам удобно, но направление движения все у нас идет в букетик, да, у нас все листья, все цветы, все у нас вот сюда в горлышко встает. Белый сейчас не используем, пока только желтый. Если мы высветляем, то давайте договоримся пока только желтеньким. Беленьким оконтурим чуть-чуть попозже. Пока, если мы сразу же с вами белила введем, они могут чуть-чуть не в ту сторону пойти, и всю темноту у нас снова убьют. Поэтому на таком колоритном фоне вот так здорово желтеньким высветляется. И не обязательно сюда добавлять белила. Захочется, добавите, но в самом-самом конце, чтобы у нас в самом начале не произошло по тону все наоборот. Где-то светится в темноте листочек. Движение все к центру. Бирюза хорошо с желтым сочетается. Получается такой более яркий зеленый цвет. Попробуйте его, возможно, вам понравятся вот такие сочные. Ведь мы недаром сделали с вами такой темный фон. Он не просто так. Он для того, чтобы подсвечивать наши яркие моменты. Поэтому вот на таком темном фоне желтый листочек, бирюза плюс желтый, смотрится очень ярко, сочно. Ну и наконец мы подбираемся к розовому цвету. Обязательно введем его сейчас на картину и потом
вернемся обязательно к предметам нашего натюрморта. Кисть поменьше я сейчас возьму и начну вот отсюда выступать, как будто бы из темноты на свет. Темно-красный краплак, пинк кармин у нас есть. Вот здесь в темноте такая неразбериха, поэтому можно по-темному накладывать штрихи. Но эти все штрихи, они по форме такой растительный характер имеют. Это мы как будто бы лепесточки собираем к центру. Вот здесь из темноты выступает цветок с отдельными лепестками. Вот чуть-чуть беленького я беру. Даже центр сначала можно без белого закрасить. Вот таким образом цвет положить для количества. А потом небольшое количество белого я беру и из темноты как будто бы вот такие лепестки. Я цепляю немножко фон. Это называется в пространстве, в среде находятся предметы, когда они немножечко подхватывают цвет фона, рефлексики, так называемые. В серединку, наверное, у нас не попадает свет, и поэтому центр цветочка мы коричневым цветом сделаем. А парочку внешних лепестков еще чуть-чуть высветлим с вами. Вот таким образом. Цветочек смотрит у нас вниз, как будто бы. Смотрит цветочек вниз. Движения достаточно резкие. И все движения к центру. Стремятся к центру. Из темноты потихонечку мы выступаем. Вот здесь такая большая масса, такая неразбериха из мелких красных цветочков. Здесь мы возьмем с вами, можно пинк с кармином пополам примерно. И, допустим, 5 лепестков 5 движениями, соответственно. 1, 2, 3, 4, 5. Только плотность цветочков такая высокая. Смотрите, можно как сделать. Можно закрасить вот эту всю центральную часть. Пинк. Можно с кармином пополам. Обратите внимание, что я, как и на фоне, меняю направление движения. Кисть руки активно-активно. Вот так прямо ее разработайте, чтобы она вокруг себя поворачивалась. Вот мы набрали массу. Смотрим издалека, что вот это смотрится вот таким цветовым пятном. Даже я бы еще добавила. Но для этого мне нужно вытереть сначала себе местечко. Вот такая темная масса, из нее гораздо проще будет сейчас вычленять более светлые лепестки.
высветлять проще и ориентироваться проще, из темноты вытягивать. Поэтому вот мешается вот этот кусочек у нас беленький. Коричневым фоном я его закрашиваю. Может быть, у вас его уже нет, и вам гораздо проще сейчас будет ориентироваться на холсте. Итак, 5 лепесточков. Белый цвет добавляю. Пинк и кармин в разбиле совершенно разные дают оттенки. Точно так же, если вы возьмете кадмий красный или темно-красный краплак, в разбеле все эти краски будут абсолютно разный розовый оттенок давать. Соответственно, вы выбираете тот оттеночек, который вам нравится. Для яркости я буду пинк размешивать. Но вы помните, что здесь некоторое количество кармина и краплака есть, поэтому в любом случае будет много оттенков, будет достаточно живописно. Не все цветочки одинаковой длины лепестки. По размеру, во-первых, мы стараемся с вами тоже асимметрию придерживаться. Во-вторых, могут какие-то лепестки, в принципе, отвалиться уже, или же быть в ракурсе, за другими лепестками прятаться. Если цветочек смотрит прямо на нас, то он кругленький. Вот камера направлена сверху на нашу масленку, и она кругленькая. Когда мы начнем смотреть на нее под разными углами, то она будет в овальчик превращаться. То же самое происходит у нас с цветами. Вот здесь на розовых больших цветах это видно лучше, что длина лепестков разная. Но и у наших мелких цветочков тоже длина лепестков может быть разная. Поэтому не стоит придерживаться какой-то симметрии. Наоборот, здесь сам букет асимметричный. Что касается мастихинчика, любители мастихина могут его здесь использовать, на кончик набирать красочку. И тоже делать такие движения к центру наших цветов. Немножко можно будет подкрасить серединочку у наших цветочков, и тогда будет понятно, что это цветок. Серединка организует очень здорово. Не все цветы светлые, поэтому я где-то беру просто кармин без белил, где-то пинк я беру без белил. Главное кисть руки тоже проворачивать так, чтобы кончик мастихинчика был кончиком нашего лепестка. Ну и, как я уже сказала, не все цветы видны, поэтому здесь такой, как скатерть, цветочек делать не нужно. Из темноты может где-то выглядывать 1-2 лепестка. Этого достаточно. У нас не только ваза должна иметь, не только наши предметы должны иметь объем, но и букет в целом. Поэтому какие-то
лепестки обязательно должны оставаться в тени, иначе глубины и объема у букета не будет. Именно поэтому мы здесь протонировали с вами краплаком, кармином, чем-то темным. А теперь вот на этой темноте можно вычленять более густые и яркие элементы. Если мастихинчиком вы не хотите работать, то на кисть набирайте красочки чуть-чуть побольше, чтобы объем формировать не только за счет цвета направления движений, но и за счет выступающих краешков лепестков. Не обязательно все цветы проходить так, чтобы они были одинаково выпуклыми. Можно, например, сделать лепестки кистью, а 2-3 пройтись мастихином, чтобы у нас мастихинчик, когда застывает, да, красочка светится по-разному. Ну вот тогда все лепестки тоже будут по-разному светиться. Какие-то будут выпуклые, а какие-то находиться в глубине букетика. И небольшую серединочку хочу сюда организовать охрой либо краплачком. Маленькую точечку, даже не везде можно это делать. Те цветы, которые видны хорошо, на вас прямо смотрят, где все 5 лепестков видны хорошо, там поставим точечку в серединке. Можно охрой, можно краплачком. Серединочка в нашем случае организует цветочек, и понятно, что это у нас цветочки мелкие, а не просто набор мазочков. Но везде не надо, чтобы пестро не смотрелось. Конечно, у нас и так букет довольно пестрый. Но нужно меру знать тоже. И сейчас на ромашечке. Максимально смотрю, чтобы не оставалось белого холста. Здесь переборщила чуть-чуть с этими ветками. Я сейчас, ну, на фоне много краски, поэтому мне смешивать не придется. Я с фона вытягиваю. Фиолетовая краска слабенькая, поэтому мой фон легко перебивает фиолетовый. И вот сюда, смотрю, снова здесь можно добавить коричневых, зелено-коричневых даже. Но вот здесь красивая бирюза, чтобы ее не трогать. Вот так, белый холстик убираем. Если у вас там нет белого холста, то не надо сюда ничего придумывать. У меня просто здесь белый холст. Поэтому я здесь темной красочкой возвращаюсь. Просвечивается холстик. Может быть, вытерла больше, чем нужно. И у нас цветы. Смотрю здесь снова, чтобы много масла не было. Вытираем чуть-чуть.
Если заехали, фоном протираем. Если масла много, видите, блестит. Вот здесь у меня блестит еще от предварительного наброска. Вот когда так протонировано, места когда мало остается, то тогда больше вероятность, что у нас в среде, в пространстве окажутся цветы, а они не будут пририсованы сверху. Поэтому даже вот здесь между лепестками нам же нужно еще пространство между лепестками показать. Чуть-чуть я бы сюда еще затонировала. Вспомогательный цвет у нас фиолетовый, то есть если нечем тонировать, краска уже застыла и никак не хочет двигаться, то на салфеточку прямо вы видели, я брала фиолетовый цвет. Маслица сейчас я поменяю. Таким маслом розовые цветы не нарисуешь, слишком грязная. И намешиваю розовый цвет красивый. Хочу пинк сделать с белилами. Мне потребуется немножко маслица для скольжения кисти. Итак, у нас есть серединка, она уже пропала, да, но вы ее не рисуйте, вы ее лучше вот так хотя бы деревяшечкой обозначьте себе, чтобы вот к этому центру мы с вами все лепесточки подтягивали. Смотрите, вот здесь у нас серединочка выступает, бочком, да, к нам смотрится этот цветочек. Ну, давайте я ее вытру тогда уже окончательно. И к этой серединке буду подтягивать лепестки справа-слева. Два крайних лепестка я рисую. Вот здесь я чуть-чуть кисточкой вот так движение делаю, чтобы, во-первых, у меня кисть плоская, чтобы, во-первых, форма лепестка была кругленькая, а не квадратная, а во-вторых, чтобы зацепить немножко фон, потому что рефлексы никто не отменял, и если фоновая красочка тянется, это очень даже хорошо. Маленький лепесточек еще добавлю. И то же самое мы проделаем с вами на втором цветочке. С крайних крестовину сначала делаю. Один, второй, третий, четвертый. Вот такое вот движение. Это я еще раз ваше внимание обращаю. Я делаю лепесток, кисть у меня плоская. Можно, в принципе, круглую взять. Я делаю лепесток с круглыми краешками. И, во-вторых, я таким движением цепляю специально фоновую краску, чтобы она подключалась рефлексами
к нашим замечательным розовым цветам. Ну а потом уже я центр закрываю, то есть понятно, что у нас цветок не из 4 лепестков состоит, а больше. И вот таким образом я наращиваю количество лепестков. Между крайними лепесточками, сколько помещается, столько и добавляю. У данных цветов лепестки в один ряд располагаются. Если лепесточки получились слишком одинаковые, можно взять более темный розовый и от центра чуть-чуть утемнить, чтобы как будто бы топорщились крайние лепесточки. От центра можно немножечко дать утемнение перед тем, как рисовать серединку. Кто мастихинчиком любит рисовать на светлые лепестки, я предлагаю добавить. Только на светлые лепесточки. Кончики таким образом можно подсветлить, их сделать круглыми за счет формы мастихинчика. И тогда уже можно подрисовывать серединочку. Это охра, коричневый. Видите, здесь оранжевый. Оранжевый можно смешать самим из краплака и желтого. Желтого много, краплака поменьше. И низ, серединочка здесь выпуклая, низ коричневым цветом подведем. Можно краплак с коричневым. Смешивайте красочки. Не нужно брать один какой-то цвет. Оранжевый смешали, желтый с краплачком. А для тени взяли коричневый с краплачком. Краплак у нас во всей картине присутствует, поэтому гармонично будет смотреться. Ну и можно чуть-чуть белый с охрой на кончик, на серединочку, зажечь ее немножко, блик поставить. Если куда-то подевалось расстояние между лепестками, плотно клали лепестки, получилось, что они слеплены, можно взять вот такую сероватую краску, которая у нас на фоне в этом месте, немножко с маслицем, и вот таким образом как будто бы прорезать расстояние между лепестками, если вам покажется, что расстояние слишком маленькое, и цветок получился не с отдельными лепестками, а как пучок. Тогда мы с вами фоновую красочку берем и между лепесточками протягиваем ее.
даем разделение. Если сразу не получилось этого сделать, то делаем искусственно. Вот здесь зеленушку, кстати, можно протянуть. Она здесь близко. Если лепестки получились какой-то некрасивой формы, то же самое маленькой кисточкой. Мы потихонечку на нее переходим. Маленькой кистью можно их подровнять, сделать более аккуратными и к центру. Смотрим издалека, обязательно смотрим издалека. На маленькую кисточку потихоньку переходим, либо кончиком мастихина работаем. Добавляем вот такой вот мелочи. Только обязательно смотрите свою работу издалека. Каких-то мелких элементов начинаем добавлять либо маленькой кистью, либо кончиком мастихина. Вот из темноты веточка выходит. Мы с вами потихонечку переходим на маленькую кисть, либо работаем кончиком мастихина, кому больше нравится работа мастихином. И добавляем мелких деталей, одновременно смотрим, чтобы их не было слишком много, но и пустоты мы с вами закрываем. Для этого нужно смотреть работу издалека. Вот, например, здесь, когда мы фоном работали, здесь явно какой-то пропуск можно здесь организовать, 3 лепесточка красных цветов, чтобы заполнить пространство. Можно взять не самый светлый, зеленый, и нарисовать тоже такой мазочек. В букете всегда зелень присутствует. Между двумя нашими цветочками тоже смотрим. Если прогал какой-то, да, возникает, то взяли сюда зеленушечку, подкинули небольшую, 2 мазочка, пространство уже организовали. То же самое можно и кистью проделывать. Но чтобы не отвлекало от цветов, здесь потемнее что-то мы выбираем, чтобы не спорило с серединочками. Даже коричневый может быть тут зеленушка в тенях. Помните, мы использовали веридоновый и коричневый. Добавляем мелочи. Чтобы веточки наши были законченные, чтобы не какой-то небрежный штришочек, да, лежал, а вот такой свет, допустим, завершает нашу веточку. Без темного нет светлого, поэтому мы такой темный выбрали фон сегодня, но и на самих вот этих мелких веточках тоже не переборщите с высветлением. Если будете замечать, что уже все у нас светленькое, то на краплак с фиолетовым, пожалуйста, возвращайтесь. И связочка, например, вот такая зеленушка. Здесь, если вы помните, бирюзовый и желтый у нас с вами был на свету.
Очень красиво он зажигает. Бирюза, желтый. И сейчас уже можно крошечную капельку белил добавлять, чтобы вот такие кончики лепестков выпустить на свет. Бирюза, желтый, это нам яркость обеспечивает, а свет обеспечит крошечная капелька белого. Но мы с вами не должны за высветлением, за этим всю нашу замечательную темноту погубить, иначе глубины у нас не будет в букете. Если будете замечать, что подевалась куда-то наша темнота, то можно на веридоновый с коричневым, на веридоновый даже с индиго вернуться, вот подчеркнуть вот этот листик, например. Подчеркну его темнотой, не весь, но вот так с двух сторон 2 штришочка, и уже он виден лучше. Вот здесь в глубине тоже не светим слишком сильно. Там у нас была охра с веридоновой краской. Если потерялась темнота, возвращаем. Смотрим издалека, если здесь снова пусто и скучно, то можно светлых стебелечков каких-то вот таких сюда запустить. Но ни в коем случае, чтобы темнота у нас не пропала, эти все штришочки мы выкладываем на расстоянии друг от друга. И двигаемся вниз. Мы с вами обязательно должны вернуться маленькой кистью на наши предметы. Смотрите, вот здесь еще зеленушка очень интересная вокруг цветочков. Такие отходят лучики, как будто бы очень красивые. Там места мало, конечно, но если удастся разместить несколько лучиков в темноте, будет здорово. Из темноты они выступают. И на более мелкие кисти переходим мы с вами, двигаемся вниз. Что мы должны сделать еще обязательно с вами на вазе? Мы должны рефлексы отразить по левой стороне. Это у нас коричневый с краплачком немножко. Вот такой поворотик я делаю, пальчиком я растушевываю. Тут зеленушка попалась, это очень даже удачно, пускай она остается. Коричневый и краплак от цветов. Здесь мы закрыли с вами часть вазы, она не видна, а здесь смотрим, чтобы она читалась довольно хорошо. Такой светлый я не оставляю, я сейчас, конечно, его втушую в предыдущие оттенки все. И беру белую красочку, можно на маленькую кисть. Издалека посмотрите, чтобы вот эта полоска была чуточку светлее, чем нижняя. Тогда мы можем с вами узор нарисовать до бликов
Голубую ФЦ жиденько развожу маслицем. И вот здесь, видите, две полосочки пошли параллельно друг другу. Именно с маслицем. Они даже до конца могут не доходить по вот этой разнице, по тому, что мы с вами вот так накладывали краску. Будет понятно, что там дальше пошли тоже узоры. Можно более темным вариантом, вот еще, чтобы глазу было за что зацепиться, вот так сделать. А наоборот, можно взять серенький и подчеркнуть еще разницу между верхней и нижней половинкой нашего замечательного кувшинчика. Серым цветом чуть ниже границы с зеленью я провожу линию, а вот чуть выше я буду уже белым цветом работать. Итак, беру белила. Можно от начала до конца не рисовать, можно только вот здесь бликующий центр обозначить, и уже засветится наше горлышко у вазочки, и окажется, что толщину оно имеет вот такую. Бликует у нас там, где форма меняется, вот сюда два бличка. Здесь уже кусочком можно класть краску, что на горлышко, что вот сюда. И ниже идем. Можно здесь, кстати, и на мастихинчик перейти. На кончик беру. Но чтобы блик был аккуратненький, я лишнее все снимаю, чтобы с этой стороны краски не было, она только с этой. Такой бличок. Если я второй, третий раз пойду сюда, уже это будет не белый. Поэтому, если белизна вас не устраивает, сначала протерли мастихинчик, потом взяли еще и еще разочек. Ну, я сделаю вниз еще маленький бличок. То есть, что касается у нас с вами белых бликов, мы одно касание, один блик. Иначе может грязь у нас возникнуть. Пятна охры хотите добавляйте, хотите нет. Это тоже могут быть, во-первых, может быть орнамент, на такой стилизованный орнамент на вазе. Могут быть блики и рефлексы от той же самой зелени. Немножечко я добавлю, много не буду, поскольку мне здесь очень нравится, как мазочки легли синие. Поэтому много я добавлять здесь не хочу. На тарелочку наше внимание переместим, только сначала проверьте, чтобы там у нас за тарелкой салфеточка тоже какой-то интересный такой имела цвет. Чуть-чуть хотела я потеплее сделать, тоже рефлексы у нас. И дальше на маленькую кисть перехожу. Ближний к нам край тарелки от поворотика я белилами оконтуриваю. Получается, у нас толщину приобретает тарелка. В ней лежит лепесток.
Вот сначала я дальний край тарелочки сделаю потемнее. Вот таким образом. Только нижнюю границу немножечко растушевываем. Потом кладем сюда лепесточек розовый. Причем, если вы видите, что у вас краски слишком много, вы можете сначала мастихином снять здесь, а потом положить розовый лепесток. И тогда уже поправить ближнюю кромочку. Не забудьте здесь завернуть и свести вот этот белый на нет, чтобы у нас поворотик вот такой происходил. Смотрим по форме. Хочу немножечко поострее сделать краешек тарелки. Но и не забываем, что тень у нас начинается под тарелочкой. Под тарелкой начинается у нас тень. Блики здесь можно усилить тоже мастихинчиком, когда мы только на ребрышко набираем краску. И вот таким образом немножко как будто бы пилим. Проверяйте, достаточно ли у вас темнота вот здесь внизу на тарелочке. И тогда можно сюда располагать на салфетку белые блики. Можно это делать мастихином, можно кистью. Достаточно резко. Максимальный свет у нас по центру. Здесь у нас еще белый, здесь еще на белом упавший лепесток. Его тоже мы с вами располагаем сюда. И, возможно, он, ну, конечно, в совокупности весь букет тоже дает блики. Рефлексы вот сюда с розовиночкой немножко на салфетку. Это высветление сейчас не должно убрать тень под сахарницей. Тень под сахарницей нужно сохранить. Коричнево-красных. Смотрите, мы уже на завершающих этапах, чтобы связка была. Вот здесь, помните, мы использовали коричневый с краплаком. Вот его на нижнюю часть салфетки тоже можно использовать. Можно мастихином, можно кистью, можно пальчиком даже подкрашивать сюда, тонировать уже имеющийся цвет. Здесь не обязательно кусками должна лежать краска. Я нажимаю на мастихин довольно сильно. Здесь она не лежит не кусками,
А вот то, что я сильно нажимаю, оно даже просвечивает предыдущий цвет, очень живописный, такой богато серый. Проверьте, чтобы вот если мы здесь делаем, да, белую салфетку, то здесь не черный должен быть цвет, а даже пальчиком можно такой рефлексик организовать, если его нет, голубоватый чуть-чуть. Рефлексик. Но в целом тень издалека, если мы смотрим, она вдоль правого края так и идет. И заходит эта тень за сахарницу. Но, скорее всего, сама сахарница тоже бросает тенюшку на нашу вазочку. Поэтому проверяйте, чтобы вот этот рефлекс оказался между двумя теневыми участками. И тогда кистью поменьше мы с вами можем вырисовать шляпку у нашей сахарницы. Увидела тут непоправленный участочек. Перед тем, как шляпку рисовать, поправила. И посерединочке отмечаю шляпку. Индиго. Можно чуть-чуть с маслицем. По краям максимальная темнота. И в этой темноте у нас справа можно взять голубой цвет, можно серый. Бликует правая часть крышечки. Тоже закругляйте, как здесь мы контур тарелочки закругляли, так и здесь. Можно прямо пальчиком так закруглить. А блики либо единичкой, либо мастихинчиком положить. Голубым ФЦ я сейчас между шляпкой и основной формой, там есть еще такое вертикальное пространство. И смотрим по симметрии, тоже по объему. Можно зелененького добавить, бирюза плюс зеленый. Вот здесь на выступающей части нашего предмета. Но в целом мы следим, чтобы серединочка была более светлой, а краешки более темными. Там, если помните, мы и индиго добавляли, и голубой ФЦ, он если без белого, то достаточно темный имеет цвет. И по форме сверху вниз идет у нас на сужение.
поэтому мы работаем с вами по форме. Сверху вниз красочку накладываем. Бликующий центр не теряем. И оживят сейчас у нас блики, глянца добавят блики. Либо мастихином, либо единичкой, но мы на каждый блик набираем краску заново с вами. Набираем краску заново и следим, чтобы она у нас не торчала во все стороны, чтобы блик был той формы, которой нам нужно с вами. А нужно его по форме класть. Если вот так у нас идет крышечка, то такой бличок у нас пойдет. Побольше, один поменьше. Прямо на ребрышко мастихинчика на самый краешек набираю краску. Бликует у нас крышечка, бликует у нас низ. Не поленитесь, наберите краску на каждый блик отдельно, тогда они будут белые. Примерите сначала, как пойдет бличок, по какой траектории. Здесь хочу засветить низ. Вот так. И основной бличок у нас в серединочке пойдет. На выступающей части можно вот таким образом. Вот здесь блик на нижней части получился великоват. Это не страшно, я сейчас кистью его подкорректирую, поменьше его сделаю. Подожму его немножко. Вот таким образом. Потихонечку двигаемся с вами к завершению. Издалека обязательно смотрим на свою картину, что мы хотим добавить, где рефлексиков, где многоцветие. Хочется мне поярче лепесток здесь обозначить. Рефлексов здесь от лепестка добавить на салфетке. Проверяйте тени, чтобы они никуда у нас не убежали в процессе работы. Тень у нас под тарелкой, под сахарницей и под нашим кувшинчиком. Здесь под упавшим лепесточком в основном свет, он упал на освещенную часть. Ну а здесь кончиком своим на тень он все-таки задевает тень, поэтому отдельно для него мы тень рисовать не будем. Я бы даже наоборот здесь добавила бы света вот такого. И обязательно смотрите свою картину издалека. Бликами можно не только белыми работать, но и бирюза с белилами у нас была в начале. Погуще, если хотим, вот здесь, например, вывести какой-то яркий элемент, выступающий бока, то можно добавить их мастихинчиком. Здесь случайно розовый попался, но я его оставлю, он тоже красиво в бирюзу вписался. Главное не размазывать его больше. Не размазывать. Добавляю цвета, свежести. Здесь сахарницу мы рисовали практически в самом начале. Бирюзовый мог пожухнуть к этому времени. Добавляю его сюда. На выступающие границы, на выступающие бока. Но дальше все у нас в тень уходит.
На завершающих этапах не ленимся и почаще, подальше отходим от своей картины, чтобы наблюдать издалека, где какие элементы нам хочется добавить, где, может быть, наоборот, слишком много деталей убрать. Хорошо смотреть через зеркало, в зеркало свою работу смотреть. Так получается, как будто бы взгляд со стороны, и многие элементы тоже видны лучше, чем невооруженным взглядом. Тем более, если вы за один сеанс рисуете, то делайте еще и перерывчики, чтобы не уставать от рисования. Смотрим работку издалека, где еще нам хочется добавить бликов, где хочется добавить яркости, например, мастихиновый мазочек хочется вот сюда вернуть. На салфеточке не забывайте яркие белые акценты сделать. Обычно в самом конце это делается. Вот таким движением мы не четкую здесь линию вырисовываем. Поэтому набирала я краску небрежно на мастихинчик. И свежести в конце добавляю 2-3 белых штришочка на краю салфетки, непосредственно под вазой и под упавшим нашим лепестком. Можно примерить нашу работу в рамочку. Обязательно картиночку нашу мы подписываем. Когда краска свежая, вы можете процарапать кончиком кисти свою подпись. Только не делайте это в самом углу, поскольку при оформлении в багет у нас с вами еще полсантиметра закрывается, полсантиметра уходит под оформление. Если у нас темные края, то по свежей краске очень здорово вычерчивается. Вот таким образом наша работа близится к завершению. Обязательно присылайте нам фотографии готовых работ. Очень мы гордимся нашими учениками, следим за вашим ростом. И продолжайте рисовать вместе со школой креатива. С вами была Валерия Крылова. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока!